Друзья, всем большой привет! Меня зовут Татьяна Брынцева и добро пожаловать на мой канал. И в прошлом мастер-классе мы с вами делали из полимерной глины пласт в технике Макуме Гане на осеннюю тематику. А в этом мастер-классе я покажу, как сделать серьги с использованием этого пласта. Мы проработаем каждый этап лепки, обжига, шлифовки. Я расскажу о нюансах сборки и создания подобных украшений. А в свою очередь прошу поддержать меня лайком или оставить какой-нибудь комментарий, потому что именно они помогают мне и дальше делиться с вами бесплатными мастер-классами по работе с полимерной глиной. Если вы еще не видели предыдущий мастер-класс, ссылку на него можно посмотреть в описании, а также она появится в подсказках. Для того, чтобы сделать серьги прочными без использования колечек, нам получившийся пласт нужно перенести на основу. Я использую однородный черный оттенок глины. Полотно получается высотой до 5 мм. Толще делать не нужно, потому что серьги будут смотреться громоздкими и они станут более тяжелыми. Прокатываю глину скалкой, чтобы убрать отпечатки пальцев. Выбираем два катера необходимой формы и вырезаем заготовки. Вот из такого небольшого пласта у меня получается 4 пары сережек. Размещаю заготовки рядом с друг другом, подгоняя их по оттенку. Теперь нам нужно подготовить пины. Я откусываю у пина шляпку и нарезаю их длиной около 1 см. Находим центр каждой заготовки и проделываем небольшое отверстие иголочкой. Проделываем отверстие на обоих заготовках. Наносим небольшое количество термоклея, чтобы лучше заготовки скрепить друг с другом, и вставляем пин в подготовленное отверстие. В итоге вот такая сережка у нас получается. Делаем то же самое с остальными сережками. И перед тем, как отправить их обжигаться, используя влажные салфетки, убираем микропылинки с поверхности полимерной глины и возможные отпечатки от пальцев. Вот таким образом мы сглаживаем пластику и убираем с ее поверхности все недочеты. Заготовочки отправляем обжигаться на первый обжиг. Придерживайтесь той температуры, которая указана на упаковке вашей полимерной глины, или обжигайте изделие при температуре, при которой вы обычно работаете. Мои сережки обожглись и уже остыли. На этом этапе они уже достаточно прочные, и нам осталось добавить пусеты с изнаночной стороны. Для этого использую тот же оттенок пластики и маленький катер, в моем случае катер в виде цветка. По центру проделываю отверстие для того, чтобы вставить пины, а на сережки наношу термоклей, чтобы лучше зафиксировать обожженную и сырую полимерную глину между собой. Вставляю пин в заготовку и фиксирую его на полимерной глине. Друзья, пока наши заготовочки еще не обожглись, мы можем дополнительно их укрепить небольшим кусочком пластики с обратной стороны. Повторюсь, что делать этого не обязательно, так как сережки у нас уже достаточно прочные и их очень тяжело будет сломать. Но если вы, как я, любите подстраховываться, то советую использовать данный метод. Чтобы сделать красивую изнанку, прохожусь дотсом по всей поверхности глины. И снова отправляю заготовки на обжиг. Температуру и время обжига используем то же самое. Ждем остывания сережек и шлифуем их мелко наждачной бумагой. Я шлифую в один этап. Бумагу можно использовать на 1200-1500. Так мы убираем какие-то ворсинки, которые могли остаться на поверхности полимерной глины, а также снимаем ее верхний тонкий слой. Если вы обратите внимание при работе с темными оттенками глины, поверхность может слегка быть загрязненной. И именно эти частички мы уберем, используя мелкозернистую наждачную бумагу. Для того, чтобы серьги получились яркими, их нужно покрыть глянцевым лаком. В идеале можно пройтись 2-3 слоями лака, но это кому как нравится, здесь уже все зависит от вашего вкуса и пожелания. А я надеюсь, что данный мастер-класс был для вас полезным. Если остались какие-то вопросы, обязательно мне их задавайте, с радостью на них отвечу. Друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале. Всех целую, всем пока!